Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня, друзья мои, пора готовить подарки для близких и знакомых на Новый год, так что давайте же начнем. Символ этого года, как всем известно, это мышка. Я их буду делать в большом количестве, разных и много, так что обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Такими мышками здорово украшать, к примеру, подарки, делать декор. Также ими круто украшать открытки или даже настоящую елку, а также про личный дневник не забудем, потому что они там тоже будут здоровски смотреться. Ну что, давайте же начнем, будем с вами креативить и готовиться к новогодним праздникам. Итак, чтобы сделать таких декоративных мышек, нам понадобится любая, по сути, бумага любого цвета, которая вам нравится. У меня это обычные квадратики для заметок голубого, желтого и розового цвета. Для начала нам понадобится нарисовать вот такие вот полукружки. Некоторые будут более кругленькие, некоторые более вытянутые и овальные. Далее мы должны сложить наш листочек цветной бумаги пополам, это чтобы у нас получилось сразу два полукружика. И далее как раз эти полукружки мы с вами ножницами и будем вырезать. Таким образом, еще раз повторюсь, что получится не один, а сразу два полукружика. Это, кто уже догадался, будут ушки наших мышат. И, конечно, они получаются разного цвета. В данном случае вот как раз вот сейчас розовенькие и голубые. Все складываем и вырезаем. Кстати, пока этот процесс происходит, хочу пригласить вас подписаться на мой инстаграм, там много всего интересного. Далее нам понадобится бумажка поплотнее, белого цвета. На нее мы и будем приклеивать наши ушки. Берем любой клей, который вам больше нравится, и приклеиваем их достаточно рядышком. Вот так, ну не совсем прям плотничком близко, но на достаточном расстоянии, как показано сейчас как раз на экране. Приклеиваем все пары ушей, не теряем, это важно. Вот. Далее мы будем уже с вами делать такой небольшой контур у ушей. Мы можем прям вплотную черным маркером обводить их, можем где-то немножко отступить. Хочу обратить ваше внимание, что ушки будут разные, у кого-то будут они более вытянутые, у кого-то более круглые. Это как раз очень хорошо, да, проявляется, когда рисуется такая окантовочка. Не бойтесь экспериментировать. Получается 3 пары ушей разного цвета, и мы их, конечно, с вами вырезаем. Важной особенностью нужно здесь отметить, что когда мы будем вырезать каждую из пар ушек, нам нужно будет оставить небольшой ярлычок, такую лейбочку. Что имею в виду, сейчас будет показано. Мы вырезаем каждое ушко по отдельности, по контуру черному, а вот у основания ушка мы оставляем небольшую этикеточку, ярлычок. Это нам нужно будет, чтобы приклеить ушки нашей мышки. Более просто было и легко. То же самое проделываем со всеми другими разноцветными ушами. И пока этот процесс происходит, напомню, что нужно не забыть оставить вот эти маленькие такие штучки, да? Напишите в комментариях, кстати, какая из мышек вам понравится больше всего. Буду читать, и мне, правда, очень интересно, какая из 3 понравится вам больше всего. Дальше нужно взять листочек 8 на 8 сантиметров. Это, опять же таки, обычный листок для заметок белого цвета, ну, лично у меня. И сложим его пополам. Здесь начинается настоящее оригами. Очень-очень простое. Следите за экраном, можно перемотать, всегда пересмотреть моменты, но я уверена, что получится у каждого. Для начала мы складываем таким треугольничком листочек. Далее из центра, из уголка острова мы отгибаем вниз к основанию, к серединке основания листочек и загибаем вот таким вот треугольничком. То же самое, здесь главное сгиб очень хорошо прогладить, чтобы он точно хорошо загнулся. Да, вот таким вот образом получается у нас. То же самое мы делаем далее сбоку. То есть мы загибаем боковой треугольничек к центру. И формируется у нас такой небольшой ромбик уже начинается. Еще раз повторю, что здесь нету ничего сложного. Если вдруг кто-то замешкался, всегда можно перемотать, пересмотреть этот момент. Главное, углы все очень хорошо прогнуть, промять, чтобы они все плотненько прилегали друг к другу. И вот такое вот легкое движение делаем с другой же стороны, то есть полностью отзеркаливаем все наши действия. Прижимаем пальчиками, хорошо все это скрепляем, проводим туда-сюда и получаем вот такой вот квадратик, ну или ромбик. Дальше, если мы его разгибаем,
то у нас видны как раз хорошо очень линии изгиба, и получается кармашек в центре. Он-то нам как раз и нужен, потому что в него мы будем загибать острые уголки наших белых треугольничков прямо вот туда вовнутрь. Это как карман, как я еще раз говорила, повторюсь, мы туда прячем все наши острые углы. Да, спрятали, и то же самое мы проделываем, в принципе, со всеми другими конвертиками, потому что поскольку у нас 3 пары ушек, нам нужно будет сделать еще 2 пары таких вот оригами конвертиков, это тельца наших мышек. Дальше мы берем уже ушки на любой клей, который вам больше всего нравится, и будем соединять ушки с тельцем мышки, вот так вот вклеивать вовнутрь, как раз потаенный кармашек, одно ушко и другое. Главное, очень хорошо пальчиками это все дело прижимать, потому что мы же не хотим, чтобы мышка потеряла свое ушко где-нибудь по дороге, да. Приклеиваем, можно положить под пресс на некоторое время, чтобы это лучше все схватилось, склеилось. И, в принципе, уже результат можно заметить. Все очень аккуратно, красиво получается. Такие веселые мышки с разными ушами. Напомню, что жду в комментариях ваш отзыв, какая из 3 мышек понравилась вам больше всего. То же самое сделали с желтыми и с розовыми ушами. Приклеили, подождали, пока высохнет. Далее мы уже переходим к иллюстрированию мордочки, рисуем глазки. Я это делать вам предлагаю с помощью обычной гелевой ручки черного цвета. Вы, конечно, можете здесь уже пустить полную волю своей фантазии, потому что нос можно рисовать не только черной ручкой или маркером, можно сделать его розовым. Можно не только нарисовать открытые глаза на мордочке мышки, можно их нарисовать закрытыми, прикрытыми, допустим, удивленную мышку, да, или полукруги, глазки. В общем, у кого здесь уже хватит фантазии, сам принцип рисования вы уже наверняка поняли. Это 2 черные небольшие точечки и маленький носик с усишками. Вот, глаза можете рисовать на разном расстоянии, это тоже сделает мышку индивидуальной. И, как вы уже поняли, все 3 отличаются, у всех у них разные мордочки, ушки, и в любом случае мыши будут у всех уникальны. Это-то и здорово. Далее мы будем с вами мастерить хвостик мышки. Для этого нам понадобится любой розовый фрагмент бумаги. У меня это опять же таки для заметок бумажка. Вырезается такая не совсем ровная полосочка. И с другой стороны главное начать с остренького кончика, а дальше как бы расширять его постепенно, но не сильно широко. Это важно. Я думаю, вот в принципе понятно то, что происходит сейчас на экране, да. Это у нас получается такой хвостик, который мы будем мазать клеем. Очень хорошо его промазать, важно. И будем прилаживать его к тельцу нашей мышки. Главное его поглубже вот туда вот запихнуть, чтобы он как бы прятался, не видно было, откуда начинается хвостик. То есть чем глубже вы его приклеите, тем будет лучше. Вот такая вот милая-милая мышка у нас получается на выходе. Вторую мышку с желтыми ушами я предлагаю декорировать сыр, ей добавить. Я взяла, к примеру, вот фоамиран, хочу вам предложить. Вы можете взять любую цветную бумагу, главное придать вот фоамирану в моем случае неровность, потому что это все-таки кусочек сыра. С помощью степлера можно проделать дырочки, потому что в любом сыре есть дырки, да, к примеру, вот. И это получается очень хорошее такое наполнение в кармашек мышки. Это дополняет композицию и очень здорово смотрится. Мы прям его будем вкладывать, не просто вкладывать, а на клей. Приклеим, чтобы мышка не потеряла свой кусочек сыра по дороге. Туда вот вставляем и приклеиваем. Хорошо, опять же таки, прижимаем, чтобы мышка у нас его не потеряла. Что касается следующей мышки, по декору можно, к примеру, туда положить настоящие конфеты, потому что кармашек позволяет. Можно также положить любые наклейки. Вот сейчас как раз она наполняется разными сладостями, наклеечками, все что угодно туда можно вложить, приклеить или просто оставить как бы вложенным, да, какие-то записки, пожелания, счастливого Нового года, все что угодно. Их можно также приклеить на открытку, да, то есть когда вы складываете открытку пополам, и в центр можно прям прикрепить эту мышку и написать красиво «С Новым годом!». Так же, как я и говорила, в личном дневнике, да, в планере это будет потрясающе смотреться, потому что такая бело-розовая мышка просто обворожительно будет смотреться на страницах вашего ежедневника. Главное,
это очень стильно и подходит как раз под символ нового грядущего года. Очень важно приклеить ее очень основательно хорошо на этот ромбик, вот, и оставить все сохнуть. Также можно мышку приспособить на декорированный подарок с мешком, сделать красивую упаковку подарка, да, и приклеить на нее же мышку. Кстати, если вы хотите сделать такую же упаковку подарка, как здесь, вот здесь вы видите подсказочку, переходите, смотрите, я показывала, как оформить такую красивую упаковку подарков. Я надеюсь, что вам понравилось такое новогоднее видео. Не забудь подписаться на канал, потому что у меня будут сейчас выходить в большом количестве разные новогодние DIY идеи, оформления для личного дневника. Нажимай на колокольчик, чтобы это все не пропустить. Жду ваших комментариев, лайков. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ну а я с вами прощаюсь. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Пока-пока.